Всем привет! Сегодня я расскажу вам про достаточно опасные растения, которые могут вам навредить, поэтому будьте внимательны, посмотрите, как они выглядят, и начнем. Я не буду их разделять на места от 1 до 10, просто перечислю. И открывает наш список вёх ядовитый. Многолетнее травянистое растение высотой до 1 метра, с характерным вертикальным белым мясистым корневищем, с многочисленными мелкими и тонкими корнями. Одно из самых ядовитых растений в мире. При высушивании, силосовании ядовитое вещество сохраняется. Отравляется чаще всего крупный рогатый скот. Когда животные не находят на пастбищах других кормовых растений, отравление животных вёхом наблюдается довольно часто. Ядовито все растение, но особенно корневище. Вёх коварен своим приятным морковным запахом и корневищем по вкусу напоминающим брюкву или редьку. Из семян и корневища извлекают цикутол. Цикутол считается ядовитым, в смоле корня содержится цикутоксин, наиболее ядовитое начало растения, уже через несколько минут после приема внутрь, вызывающее тошноту, рвоту и колики, зрачки расширены, эпилептифорные припадки и судороги могут закончиться параличом и смертью. Помощь при отравлении – скорейшее промывание желудка взвесью активированного угля и танинами. Распространен на территории Восточной Европы, а также в северных частях Западной Европы, Азии и Северной Америки. В России почти повсеместно. Вёх ядовитый произрастает на низких болотистых лугах, по берегам рек, ручьев и прудов, в канавах, там, где есть достаточное количество воды. Весной это растение растет быстрее других и на общем фоне выделяется своей величиной, привлекая внимание животных. Зелень, а особенно корневище, имеет специфический слегка одуряющий запах, который напоминает запах съедобного растения сельдерея. Следующий в моем списке – цербера. Род вечно зеленых деревьев и кустарников семейства кудровые. Ареал рода – тропическая Азия, Австралия, Мадагаскар, Сейшельские острова, острова на западе Тихого океана. Род назван именем чудовищного пса греческой мифологии Цербера. Из-за своей токсичности все части растения содержат церберин, крайне ядовитый гликозид, блокирующий проведение электрических импульсов в организме, включая сердечный ритм. Нельзя даже использовать древесину цербера для разжигания костров, так как дым может вызвать тяжелое отравление. Растение широко распространено в Южной Индии, вызывает около 50 человеческих жертв в год в индийском штате Керала. Далее чёточник молитвенный, вид рода абрус. Растение семейства бобовое, дико произрастающее в Индии и культивируемое в тропиках обоих полушарий. Вьющаяся древовидная лиана со сложными парноперистыми листьями. Цветки мелкие, бледно-розовые, мотылькового типа, собраны в кисти. Семена сильно ядовиты, они содержат белковый фитотоксин абрин. Их попадание в желудок может вызвать тяжелый гастроэнтерит и обезвоживание. Настой семян при контакте может привести к повреждению глаз. Корень содержит глицеридиновую кислоту, обуславливающую ее приторно-сладкий вкус. Ее соли слаще сахара в 100 раз. Аконит. Род ядовитых многолетних травянистых растений семейства лютиковые с прямыми стеблями, с чередующимися листьями. В просторечии именуется так же, как прострел трава. Все виды аконита распространены в Европе, Азии, Северной Америке. Аконит растет на влажных местах вдоль берегов рек и по обочинам дорог, на богатых перегноем почвах, на горных лугах. В этом растении все опасно: и стебли, и листья, но особенно корни и семена, содержащие смертоносные вещества. По современным представлениям, аконит – крайне ядовитое растение. Применение его в медицине недопустимо и опасно для жизни даже при традиционном наружном применении. В средние века волков и лисиц уничтожали с помощью кусочков мяса, пропитанным соком аконита. Использовали прежде для умерщвления заключенных, а с давних пор и по сей день применяют для охоты на слонов и буйволов. Доисторический человек пользовался на охоте стрелами, отравленными аконитом. Первая помощь при отравлении аконитом – промывание желудка и прием активированного угля. Для дальнейшего действия необходима помощь врача. В частности, рекомендуется внутривенное введение глюкозы. При судорогах внутривенное введение противосудорожных препаратов, таких как оксазилам. Используется для получения препарата аллопенина, обладающего антиаритмическим действием. Акониты дают пчелам незначительное количество нектара. Пчелы посещают их только при отсутствии других медоносов. Акониты нередко вызывают отравление пчел. Клещевина. Родина клещевины не определена. Возможно, Африка, Эфиопия. Натурализовалась повсюду в тропической и субтропических зонах обоих полушарий, где произрастает в диком или полукультурном виде. Основные центры культуры – Индия, Бразилия, Аргентина, страны Африки, Китай, Иран. В Египте она разводится уже более 4000 лет. Семена клещевины содержат от 40 до 60% жирного масла. В семенном ядре содержится до 17% белков, в том числе токсальбумин, рицин, чрезвычайно ядовитое вещество. Все части растения содержат белок рицин и алкалоид рицинин.
ядовиты для человека и животных. Прием внутрь семян растений вызывает энтерит, рвоту, колики, кровотечение желудочно-кишечного тракта, нарушение водно-электролитного баланса и смерть через 5-7 дней. Вред здоровью непоправим. Выжившие не могут полностью восстановить здоровье, что объясняется способностью рицина необратимо разрушать белки тканей человека. Вдыхание порошка рицина аналогично поражает легкие. Содержащийся в семенах рицин может приводить к отравлению крупного рогатого скота. Клещевина возделывается главным образом ради семян, из которых добывается клещевинное, касторовое или рициновое масло. Далее идет многим знакомый борщевик Сосновского. Крупное травянистое растение, вид рода борщевик семейства зонтичные. Естественные места произрастания борщевика – Центральный и Восточный Кавказ, Закавказье, Ближний Восток, где он растет в горных лесах и на субальпийских лугах. Сок борщевика Сосновского обладает некоторыми патогенными свойствами. Так установлено, что сок способен вызвать грубые нарушения структуры хромосом, хромосомной аберрации, в основном через повреждение веретеноделения. То есть сок борщевика Сосновского имеет мутагенный эффект. Кроме того, было зарегистрировано, что сок угнетает деление клеток. Прозрачный водянистый сок борщевика содержит светочувствительные вещества. Под действием ультрафиолетового излучения они переходят в активную форму, способную вызвать серьезные повреждения кожи. Воздействие на клеточные структуры происходит на уровне ДНК, требующий длительного лечения и не всегда проходящий бесследно. После контакта с растением, особенно в солнечные дни, на коже может появиться сильный ожог. Особая опасность заключается в том, что прикосновение к растению первое время не вызывает никаких неприятных ощущений. При попадании сока на кожу ее нужно как можно скорее изолировать от действия света, обмотав любым светонепроницаемым материалом в первые же минуты после поражения, а затем уже в темном месте тщательно промыть водой с мылом и исключить воздействие солнечных лучей не менее чем в течение 2 суток. Сок борщевика при попадании в глаза может привести к слепоте. Будьте осторожны, его достаточно много в наших краях. Волчий ягодник или пухляк. Маловетвистый кустарник высотой до 1,5 метра с крепким стволиком и ветвями, безлистный в нижней части. Встречается почти по всей территории Европы и Закавказья. В России растет по всей лесной зоне, на североевропейской части, включая Арктический регион и Западную Сибирь, на Северном Кавказе и Дагестане цветет раньше большинства кустарников. Изредка разводится в садах как декоративное растение, примечательное ранним цветением весной и яркими плодами осенью. Из-за ядовитости растения применение ее в декоративных целях ограничены. Сильно ядовиты листья, цветки, плоды. Менее ядовита кора растения, содержит кумарины, оказывает сильное местно раздражающее действие на кожу, вызывает красноту и волдыри. Также содержит дафнин, которые относятся к группе антивитаминов К и могут вызвать повышенную кровоточивость. Мезериин проявляет мутагенные свойства. Отравление наступает при поедании ягод, часто детьми, жевании коры, а также при контакте с кожей с влажной корой или при попадании на нее сока растений. Тошнота, рвота и слабость, возможны судороги. Отравление протекает по типу геморрагического гастроэнтерита. В тяжелых случаях отравление может вызвать смерть. Все части этого красивого растения, украшенного гроздями ярко-красных ягод, очень ядовиты. Всего несколько съеденных ягодок приведут к смерти в течение нескольких часов. Вороний глаз – род однолетних растений семейства мелантиевые. Растение смертельно ядовито. Даже употребление одной ягоды может вызвать смерть. Вороний глаз наиболее опасен при сборе черники в условиях темноты, так как незаметно может оказаться среди черники, вызвав как минимум тяжелое отравление, даже после переработки. Онго-онго имеет древовидный ствол и необычно большие жгучие колючки, содержит гистамин и муравьиную кислоту. Может вырастать до 5 метров высотой, при контакте с листьями или ветвями вызывает сильнейший ожог. Ботаник из университета Джеймса Кука из Квинсленда так рассказывает о своем контакте с жалящим деревом. Это худший вид боли, который только можно себе представить. Представьте, что вас поливают горячей кислотой и одновременно бьют электрическим током. Травмированное место покрывается красными пятнами, которые постепенно сливаются в одну крупную опухоль, которая держится от нескольких дней до нескольких месяцев. Известно об одном погибшем человеке и множестве собак и лошадей. При этом известно несколько видов сумчатых, включая филандера, насекомых и птиц, питающихся листьями и плодами этого растения и имеющих иммунитет к ожогам. Ну а следующим в нашем списке будет дерево манцинелло. Довольно распространено в Мексике, на Галапагосских и Антильских островах, в Колумбии, на побережье Вест-Индии. Плоды манцинеллового дерева внешне похожи на небольшие яблоки или даже груши, размером около 4 см, но считаются самыми ядовитыми фруктами на планете. По сей день регулярно случаются летальные сходы, в основном среди плохо подготовленных или излишне смелых любопытных туристов. Ядовитый сок содержится во всех частях дерева, включая даже кору и листья. При этом вредное воздействие на человека он оказывает не только попадая внутрь, но и просто на кожу, оставляя ожоги и сильное раздражение, обычно с волдырями и воспалением. Потребляя в пищу плоды марцинеллы, вызывает рвоту и диарею, обезвоживающий организм до точки невозврата.
Серьезное воздействие оказывает даже дым этого дерева, раздражает дыхательные пути, а вредной считается даже дождевая вода, стекающая с листьев. Благодаря своим свойствам дерево попало в книгу рекордов Гиннесса. Несмотря на ядовитые качества манцинеллы, рептилии лазают по ним без каких-либо ограничений. В 1733 году было начато уничтожение этих деревьев на острове Сен-Бартоломи. И задача оказалась достаточно сложной. Рубить деревья не получалось, ведь от летящих щепок укрыться было практически невозможно, а пары сока раздражали дыхательные пути так, что дышать было практически невозможно. Было решено сначала обжигать кору, чтобы высушить дерево, но от дыма было так много проблем, что от этой идеи отказались. В итоге манцинелловые деревья так полностью не вывели. Хоть грибы и не являются полноценными растениями, я решил все-таки их включить в этот список, поскольку это достаточно важно. И начну с Аманита акрита. Смертельно ядовитый гриб семейства мухоморовые. Молодые, покрытые белым общим покрывалом плодовые тела по форме напоминают яйца. Со временем покрывало разрывается, из него появляется шляпка полушаровидной формы. Затем шляпка раскрывается и становится выпуклой и почти плоской, иногда достигает 12 см в диаметре. Окраска шляпки варьируется от чисто белой до желтовато-белой центральной части, иногда имеются желто-коричневые тона. Гименофор, нижняя поверхность шляпки, на которой образуются споры, пластинчатый. Пластинки частые, белого цвета, свободные от ножки или слабо приросшие к ней. Этот вид произрастает исключительно в смешанных лесах западной части Северной Америки, от Вашингтона на севере до Нижней Калифорнии на юге. Взрослые плодовые тела аманита акрита нередко внешне напоминают некоторые съедобные виды. В Северной Америке все чисто белые виды мухоморов известны под названием Destroying Angel, разрушающий ангел, и Death Angel, ангел смерти. Опасный ядовитый гриб, служащий причиной смертельных отравлений на западе Северной Америки, в особенности весной. Известны также случаи отравления этим грибом собак. В плодовых телах гриба содержатся проникающие в клетки печени, а затем и другие органы аматоксины, а также фалотоксины, которые, однако, не задерживаются печенью. Аматоксины – бициклические пептиды, которые вызывают нарушения в экспрессии генов, блокируют действие РНК, синтезирующие метричную РНК и, как следствие, гибель клеток. До недавнего времени препаратов, понижающих вероятность смерти от отравления аматоксинами, не существовало. При тяжелых отравлениях приходили к пересадке печени. В настоящее время в Европе используются препараты, содержащие селебинин, которые понижают усвоение печенью аматоксина. Следующий паутинник красивейший. Пластинчатый шляпконожечный гриб. Шляпка взрослых грибов достигает от 3 до 8 см в диаметре. Мякоть желтоватая или оранжеватая. Ножка достигает от 5 до 12 см в длину. Смертельно ядовит. Содержит медленно действующие токсины, вызывающие почечную недостаточность. Распространен только в Европе, в хвойных, смешанных лесах, образуя микоризус ельи. Ядовитый гриб, содержащий ореланины. Поражает почки, опорно-двигательный аппарат и органы дыхания. Время поражения организма человека может длиться от 12 до 14 дней, поэтому точное определение времени отравления довольно затруднительно. Вызывает необратимые изменения в почках, часто приводящие к летальному исходу. Мухомор пантерный. Гриб рода мухомор. Шляпка 4 до 12 см, плотная, сначала полусферическая. Мякоть белая, не изменяющая цвета на воздухе, водянистая, хрупкая, с неприятным запахом и немного сладковатая на вкус. Образует микоризу со многими деревьями, встречается в хвойных, смешанных, широколиственных лесах, часто под сосной, дубом, буком, предпочитает щелочные почвы, широко распространен в умеренном климате северного полушария. Гриб сильно ядовит, также обладает галлюциногенным эффектом. Микотропиновый эффект выражается в следующих действиях: психотоник, галлюциген и энтероген. Содержит как характерные для других ядовитых мухоморов мускарин и мискаридин, так и скополамин, геоциамин, которые встречаются у белины, дурмана и некоторых других ядовитых растений. Сюда же я отнесу мухомор вонючий, также смертельно ядовитый гриб. По ядовитости и симптомам отравления он сходен с бледной поганкой. Неопытные грибники могут спутать мухомор вонючий с различными видами шампиньонов, что приводит к тяжелым отравлениям и в большинстве случаев со смертельным исходом. Шампиньоны легко отличить по отсутствию вольвы и окрашенным пластинкам у зрелых плодовых тел. Галерина окаймленная. Род грибов семейства строфариевые, включает более 300 видов небольших пластинчатых грибов с коричневыми спорами. Галерина окаймленная широко распространена в северном полушарии, включая Европу, Северную Америку и Азию, а также была найдена в Австралии. Является дереворазрушающим грибом, растущим преимущественно на распадающейся хвойной древесине.
чрезвычайно ядовитая. Она содержит те же смертельные аматоксины, что находят и в бледной поганке. Глотание токсичного количества вызывает тяжелые повреждения печени с рвотой, гипотермией и, возможно, смертью при отсутствии быстрого лечения. Завершает наш сегодняшний список бледная поганка. Внешне бледная поганка может напомнить шампиньоны и некоторые виды сыроежек сходного с ней окраса. Однако от первых ее отличает белый цвет пластинок, а от вторых кольца на ножке. Гриб широко распространен в умеренном поясе Европы, Азии, Северной Америки. Мякоть не меняет цвет при повреждении, со слабо выраженным вкусом и запахом. 1/4 часть среднего плодового тела, около 30 грамм, вызывает тяжелейшее отравление. Термическая обработка не устраняет токсического действия. Основные симптомы: спустя сутки появляется неукротимая рвота, кишечные колики, боли в мышцах, неутолимая жажда, возможное появление желтухи и увеличение печени. Пульс слабый, артериальное давление понижено, наблюдается потеря сознания. Симптомы могут не проявляться на протяжении первых 6, 24 и более часов, в течение которых, тем не менее, уже происходит отравление организма и нанесение ему ущерба. Особенностью интоксикации является также период ложного благополучия, который наступает на 3-й день и длится обычно от 2 до 4 дней. На самом деле в это время продолжается разрушение печени и почек. Смерть обычно наступает в пределах 10 дней с момента отравления. В ВОЗ приводится следующий актуальный антидот – пенициллин, однако на сейчас признан довольно устаревшим и малоэффективным. Всем спасибо, пишите комментарии, до скорой встречи!